пациент. Этот пациент длительное время лечил диарею. Он говорит, мне диарея замучила, что я только не съем, у меня тут же появляется диарея. Причем я в день могу сходить 10 раз в день. Я ему говорю, Юра, вам необходимо измерить артериальное давление. У вас, скорее всего, гипертоническое заболевание сердца. Он мне говорит, Андрей Андреевич, я здоровый, я спортом занимаюсь, а он худой. И он говорит, я худой, у худых людей гипертонии не может быть. Я говорю, Юра, не обманывайте себя, гипертония не связана с тем, худой вы или полный человек. Вам необходимо измерить артериальное давление. Андрей Андреевич, я военный, измеряю давление стабильно, у меня хорошее. Я говорю, смотрите, когда у вас появится диарея, вы перед диареей измерьте давление. Хорошо, хорошо. Она у меня каждый день. Ну вот измерьте. Он мне звонит и говорит, Андрей Андреевич, у меня давление 180 на 110. Хочу сказать вам, что норма артериального давления 120 на 80. И я ему говорю, послушайте, Юра, это говорит о том, он говорит, ну как только я сходил в туалет по-большому, у меня сразу же давление снизилось. Я говорю, правильно, очень часто люди, которые страдают артериальным давлением, могут столкнуться с такими проблемами, как диарея, так как это реакция нашего организма на повышающееся артериальное давление. Поэтому в случае, если у вас с утра произошла дефекация 2 и более раз, это говорит о том, что у вас с утра появилось артериальное давление. Обычно с утра артериальное давление поднимается у мужчин чаще, чем у женщин, но у женщин чаще давление поднимается в ночное время. Именно поэтому такой процесс может быть у женщин к вечеру, когда они, ну и это все сопровождается невротическими состояниями, неврозами. Очень часто человек, у которого высокое артериальное давление, он должен знать, что это связано с 3 компонентами. Первое, плохая работа почек. Второе, есть зажимы мышечных тканей и сосудистых тканей шейного отдела. И третье, это неврозы. И с чем это связано? Первое, для того, чтобы убрать проблемы шейного отдела, это самое простое, нужно поставить банки в область трапециевидных мышц. Есть силиконовые баночки, они продаются в аптеке. Второй вариант, это банки стеклянные, но их нужно, чтобы кто-то ставил. И третье, это банки китайские, которые продаются вместе с таким насосом. Вот такие банки с насосом, они способны очень заметно улучшить состояние сердца у человека и в дальнейшем устранить заболевание гипертоническая болезнь. Ну или улучшить, в общем-то, общее состояние. Просто банки ставятся на левую трапециевидную мышцу, на правую трапециевидную мышцу. И ставятся они где-то на 10-15 минут. Вот хорошо помогает медовый массаж, который делается на воротниковую зону. Его тоже несложно делать самостоятельно. Каким образом? Берется бутылочка такая пол-литровая маленькая. Нет у меня здесь бутылочки. Ну, предположим, что у меня вместо бутылочки баночка. Смазывается отдел шейного отдела или воротниковый отдел шеи, шейного отдела позвоночника медом. Сюда в эту баночку наливается теплая вода. И вот таким образом массажируется. Вот таким образом, чтобы баночка каталась. И вот такой массаж человек может делать себе на протяжении 15-20 минут с одной стороны, после чего с другой стороны, не торопясь. Это заметно ежедневно на протяжении хотя бы 15 дней. Это заметно улучшит общее состояние артерий, сосудов, а также позвоночника, и заметно улучшит ваше состояние. Ну и, конечно, неврозы. Как справляться с неврозами, невротическими состояниями? Как правило, это недостаточность магния и витамина В6. Просто попринимайте магний и В6. Можно дополнительно L-триптофан, потому что L-триптофан является прекурсором дофамина. Дофамин является гормоном счастья. Когда человеку не хватает счастья, он становится угрюмым, накручивает себя часто и в дальнейшем провоцирует появление вот таких невротических состояний и так далее. То есть не хватает немножко счастья человеку. Именно поэтому я рекомендую использовать, допустим, витамин магний В6 совместно с препаратом L-триптофан.
Оба препарата можно приобрести в моей компании «Тибетская формула» на моем сайте tibetan-formula.com. Кстати, сейчас в данный момент у нас идет акция минус 17%. 14 же? Или 17? 14, наверное. Минус 14% на все препараты, которые есть в тибетской формуле. Пожалуйста, тонизон, магний B6, L-триптофан. И для почек препарат можно Нефромакс. Это препарат, в котором находятся 4 кислоты, которые способны очень эффективно растворять кальциево-фосфорные соединения и устранять заболевания мочекаменное. Мне лично очень нравится чай Бевинтон. Он и снижает давление, убирает камни в почках, растворяет камни и в почках, и в желчном пузыре. Великолепное средство.